Когда мы чувствуем, что не в ладах с собой, современный мир предлагает нам 3 источника решения проблем: медитации, успокоительные препараты и психотерапию. У каждого есть свои достоинства и недостатки. Медитация помогает успокоить ум, избавиться от тревожности и страданий, но требует определенных навыков и времени, прежде чем у нас начнет что-то получаться. Лекарства могут помочь в кризисной ситуации, в те моменты, когда наш разум настолько осажден страхом, тревогой или отчаянием, что нам не удается даже нормально мыслить. Правильно назначенные доктором таблетки влияют на химию нашего мозга и помогают пережить еще один день. Хотя в качестве побочных эффектов от них обычно бывает сонливость, тошнота и затуманенное сознание. А при неправильном подборе лекарств они могут еще и вызывать привыкание. Но, по крайней мере, мы все еще можем жить и более или менее функционировать. Наконец, психотерапия. Со стороны кажется, что у нее одни сплошные недостатки. Ведь с точки зрения научных исследований, ее результаты выглядят слишком уникальными и не соответствующими статистическим моделям. Психотерапия занимает много времени, так как в сложных ситуациях может потребовать даже 2 сеансов в неделю в течение нескольких лет. Требует активного участия пациентов и устойчивых эмоциональных усилий. И к тому же, в представленном меню она остается самым дорогим вариантом. Да, психотерапия – это не таблетка, которую мы можем выпить и позволить химии самой сделать свое дело. Но с другой стороны, лекарства тоже не выход. Ведь они действуют подобно имплантам, которые вставляют в мускулы, чтобы не качать их самим. А потом удивляются, почему через время те начинают выглядеть так ужасно и перемещаться в другие части тела. Именно поэтому психотерапия остается самым удачным выбором. Она помогает облегчить боль и страдания не случайно, не каким-то волшебным образом, а по 3 веским причинам. Все наши фобии и психологические проблемы обычно связаны с трудностями, о которых мы даже не помним, с какими-то событиями из далекого прошлого, чаще всего из нашего детства. Например, из-за пренебрежения со стороны родителей мы теперь не можем доверять людям во взрослой жизни, не можем построить нормальные отношения, но мы можем лишь догадываться, что это как-то связано с нашим прошлым, но в то же время не понимаем, с чем именно, а также чего мы хотим и боимся сейчас. Психотерапия – это инструмент самого глубокого исправления нашего незнания о себе. Она предоставляет нам пространство, в котором мы можем безопасно рассказать другому человеку обо всем, что приходит нам в голову. А он внимательно выслушает нас, без тени отвращения, удивления или скуки. Ведь он уже сталкивался с очень многими вещами, и в его присутствии нам легко раскрывать наши самые сокровенные секреты. И в результате все наши важнейшие чувства и идеи выходят наружу из бессознательного, помогая нам исцелиться через их разоблачение, интерпретацию и контекстуализацию. Мы плачем из-за событий, о которых даже не подозревали до начала сеанса, но которые мы пережили в прошлом и благополучно о них забыли, хотя они продолжали действовать на нас в настоящем.
Но вместе с психотерапевтом мы находим этих призраков прошлого и прощаемся с ними. Вторая причина, по которой психотерапия может помочь нам лучше, чем другие методы, это перенос. Перенос – это технический термин, который описывает состояние, когда в общении с психоаналитиком мы бессознательно воспроизводим те модели отношений, которые были у нас в детстве с матерью, отцом, бабушкой или еще кем-то из значимых близких. Например, если у нас был безразличный родитель, который не проявлял интереса к нашим проблемам, то мы можем думать, что наш терапевт тоже будет считать наши рассказы бесполезными или скучными. Или если у нас был депрессивный родитель, которого мы старались отвлечь и поднять настроение, то теперь мы чувствуем себя обязанными поддерживать шутливый тон всякий раз, когда затрагиваем грустные темы. Мы все время пользуемся этими методами в повседневной жизни, но не замечаем их, а потому не можем как следует проработать. Однако терапия – это управляемый эксперимент, который может научить нас наблюдать за тем, что мы делаем, понимать, откуда берутся наши импульсы, а затем корректировать свое поведение в нужном направлении. Терапевт может мягко спросить пациента, почему он так убежден в том, что его рассказы глупы. Или может помочь заметить, как за шутливым сарказмом он скрывает печаль и ужас. Пациент начинает замечать искажения в своих эмоциях, вызванных его историей, и в будущем вырабатывает другие способы взаимодействия с людьми. Очень многие люди получают серьезные психические травмы в детстве. Но будучи беззащитными и маленькими, они не имеют возможности встретить надежных людей, которые выслушают и поймут их, установят правильные границы и помогут почувствовать себя значимым в этом мире. И если мы находим правильного психотерапевта, то он становится для нас первым по-настоящему надежным человеком, который поддерживает и понимает нас. Он становится для нас хорошим родителем, в котором мы так нуждались. В его компании мы можем вернуться в те моменты нашей жизни, которые пошли не так, и пережить их заново, с гораздо лучшим концом, тем самым восполнив годы мучений и боли. Мы можем открыто высказывать свои потребности, можем злиться и не скрывать, что мы полностью опустошены. Хорошее доверительное отношение с психотерапевтом становится для нас здоровой моделью для отношений за пределами терапевтического кабинета. Спокойный разумный голос психотерапевта становится частью нашего собственного внутреннего диалога. Мы исцеляемся через постоянное и повторяющееся воздействие здравомыслия и доброты. Психотерапия может помочь нам справиться с любыми внутренними проблемами, страхами, фобиями, особенно если мы найдем хорошего специалиста, который сможет уделить нам должное время и внимание. Потому не бойтесь ее. Она нацелена на то, чтобы помочь нам осознать и преодолеть свои трудности, чтобы научиться двигаться в будущее, не обремененным оковами прошлого.